Ничего себе! Роман с новой или с бывшей? С кем же у тебя будет роман? Давай разбираться вместе. А те, кто самые сильные и стойкие, кто досмотрит это видео до конца, получат личный совет от карт Таро. Ну что, мои мальчишки, настраивайтесь на расклад. Для продвижения канала, ну и, конечно же, мне тоже будет приятно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад телефон под видео. Диагностика негатива точно так же может проводиться. Итак, ну снова мне показывают, что ко мне пожаловали большинство холостяков, то есть одинокие люди, да. Это может еще проиграться, что даже вы, может быть, и живете, да, вот в семье, либо же у вас есть отношения, но вы себя чувствуете одиноким. То есть одиночество вдвоем – это самое страшное, что только может быть в отношениях. Вы человек активный, у кого-то может проиграться даже, что вы огненного знака зодиака. Вы человечек очень такой, знаете, решительный, я бы даже назвала бесстрашный. Но несмотря на всю вашу решительность, ну уж очень-очень как-то бывает вам тоскливо и одиноко. Женщина, всему виной женщина. Мы не будем углубляться, да, потому что очень больно было. Кому-то сейчас даже, может быть, эта боль еще аукнется, да. Не хочу ворошить это все. Кто-то находится сейчас в таких энергиях, да. Может быть, вы недавно разошлись, поэтому бередите раны, не хочу и не буду. Но то, что вы многие, еще раз говорю, многие поставили точку, окончательно и бесповоротно, это даже не обсуждается. Потому что после того, что вы пережили с этой дамой, вы решили, что больше никогда и никому, и никакой женщине вы не позволите так с собой относиться, к себе, вернее, относиться, да. И давайте сделаем маленький опрос. Вы действительно решили, что больше никогда не позволите ни одной женщине к себе так относиться? Вот напишите, ребят, все. Это важно для продвижения канала, и мне интересно, не забывайте. У кого-то из вас проиграется сейчас, как будто, вот знаете, сердце и душа на замке. Почему? Почему? Это может быть даже осознанный выбор. Вот после развода закрылись, вот просто закрылись сознательно, вот знаете, как будто приняли решение. Не хочу больше отношений. Это может быть временное такое решение, да, вот, ну, допустим, вы решили еще там, ну, годик, может быть, поживу для себя, там, год, полгода, без разницы. Это осознанное такое решение. У кого-то может проиграться, что вы закрыли сердце и душу на замок, потому что еще болит, потому что не отболело. Да, вы проводите время там с близкими, с приятелями, да, иногда за рюмочкой чая вы можете посидеть, но опять-таки не опускаясь на самое дно. То, что мне очень нравится и импонирует вас, ребят, и я, в принципе, вами горжусь, да, вот те, кто, ну, не опустились на дно, в те минуты, когда вам было больно, потому что искушение было у многих, да, вот именно и та же рюмочка, можно было пуститься во все тяжкие, ну, можно было много чего натворить, но вы этого не сделали, да, потому что, ну, вы сильный человек, вы можете самого дракона укротить, правда? У вас есть не только физическая, но и моральная, душевная, такая волевая сила, да? Поэтому вы можете только гордиться собой. Я, конечно же, горжусь вами. Вы человек действия, да? Вы не бла-бла-бла, вы не человек просто там поболтал и все. Опять-таки, довольно часто это у нас уже показано в сигнификациях, да, показывает. Человек именно действий. Очень много у вас энергии, да, вот как будто вы не знаете, куда ее девать. Кто-то, может быть, спортом занимается, кто-то еще, ну, какими-то, я не знаю, может быть, увлечениями, потому что порой, я думаю, вы даже, ну, может, не очень хорошо засыпаете, может быть, плохо спите, потому что вот эта ваша энергия, как будто она вас будоражит.
Можете даже, вот, знаете, как будто вы еще полуночники. Есть среди вас полуночники, которые могут, ну, чем угодно вы можете ночью заниматься, да, вот взбудоражите свою нервную систему, а потом очень долго не можете уснуть. Напишите, у кого есть такие моменты. Но вот то, что, конечно же, одиночество у нас выпало первой картой, это, конечно же, печалька. Вот как-то грустно становится, да. Вот казалось бы, все можете, все умеете, да, вот такой парень хоть куда, но глубоко-глубоко одинокий. Что еще мне о вас поведают? Одиночество. Одиночество из-за вранья. Ну и снова мне пока, вот, очень четко, смотрите, чем больше карт я достаю, тем больше я убеждаюсь в том, что ваша душа закрыта, потому что вот в душе зима и гололед. Не верится, никому ничего не хочется, да. Но огонечек надежды еще все-таки есть. Я вам скажу, что шанс у вас в жизни будет. Вы вообще такой человек фартовый. У вас не раз были такие случаи в жизни, когда ну, какой-то шанс вам Вселенная предоставляла для решения каких-то вопросов, может быть, проблем, когда вы уже, может быть, даже опускали руки, а вам как будто вот на тебе, да, либо же нужный человечек, либо же какая-то помощь, да, либо же там, я не знаю, как-то так обстоятельства складывались, что ну вот все получалось, вот просто все получалось. Вы человек, знаете, вы человек, который очень интересный. Вот с вами интересно. Еще вот я хотела бы добавить, да, вы сейчас занимаетесь еще саморазвитием. То ли вы что-то изучаете, то ли, может быть, вы кто-то хотите второе высшее образование, да, вот приобрести, либо же вы будете повышать, вот есть курсы повышения квалификации, да, может быть, вы туда собираетесь пойти, либо для себя что-то познавательное читаете, смотрите, да, вам даже вот скучно бывает с какими-то, ну, неграмотными, такими неинтересными людьми. Вам с людьми должно быть интересно, чтобы было о чем поговорить, да, а не так, что ты даже в компании общаешься с человеком, ну а он два слова не может связать, потому что ничего не знает. Итак, давайте-ка смотреть, мои хорошие, с кем же у вас будет роман, что же за женщина? Давайте сначала мы опишем эту женщину, с которой у вас будет роман, чтобы было попонятней. Ух ты! Ух ты! А вы знаете, с этой женщиной у вас будет не просто роман, у вас будет любовь. Это будет тот самый шанс, о котором я говорила. Это шанс обустроить свою новую личную жизнь. И не только личную жизнь, а вообще поменять свой статус. Потому что многие могут, ну, просто и руку, и сердце предложить, потому что но до такой степени она вас увлечет, завлечет. Вы будете немножко старше, чем она. Вы будете, конечно же, опытнее, мудрее. Она вас привлечет не только внешностью. Какая-то, вот знаете, от нее будет исходить еще душевная красота. Она, конечно, будет дама вот именно в вашем вкусе. Стройненькая, она моложе вас немножко. Она может даже выглядеть чуть моложе своего возраста. Это женщина, ну, которая довольно хорошо воспитана. Она из хорошей семьи. Я не скажу, что у нее было много мужчин, скорее наоборот. У нее такого вот прям опыта, ну, я не вижу. Вот как-то она любит постоянство. Поэтому она мужчинами не перебирает. Она если с одним, то с одним. Это вам будет очень сильно импонировать. Это женщина, которая, знаете, вот она вас привлечет до такой степени, что вы сами будете удивляться, да неужели это я, да? Да я же никогда, да я же дал себе слово, что я больше не буду ни с кем, ни с чем и влюбляться не собираюсь. Вот даже те, кто из вас, ну, такие вот скептики, кто решили уже, ну, забить на личную жизнь, скажем так, вы увидите, как ваш внутренний мир начнет переворачиваться.
Причем вы даже начнете многие прихорашиваться, вам самому захочется лучше выглядеть, вам захочется даже моложе выглядеть, да, кто-то будет менять прическу даже, кто-то начнет бриться каждый день, кто-то поменяет свой, может быть, гардероб, купите, может быть, там дорогой парфюм, да, но опять-таки у каждого свои возможности, я к примеру вам говорю, да, то есть вы начнете кардинально менять свою внешность, чтобы все больше и больше нравиться этой даме. Как вы поняли, конечно же, это новая женщина. Это ну никак не бывшая, потому что бывшей, ну здесь уже все. Дорога забита, зарыта, забетонирована, и назад дороги нет. Правда, ребят? Кто-то из вас даже ради этой женщины, вот когда вы познакомитесь, может быть, даже спортом начнете заниматься. Либо же на диету садиться, чтобы немножечко так похудеть. Ну, то есть вы, знаете, вот вспомните, может, даже ощущения, которые у вас когда-то были по молодости, когда вы мальчишками влюблялись, вот эти все бабочки в животе. И не надо мне говорить, что у вас уже почтенный возраст. Любви все возрасты покорны, в конце концов, правда? Что же будет между вами? Давайте еще будем разбираться. Знаете, помимо того, что вы и так умный довольно человечек, вы будете как будто еще больше, знаете, что-то выискивать, может быть, какие-то факты. Вам захочется что-то интересное найти, чтобы потом ей рассказать, чем-то повеселить, чем-то удивить, чему-то, может быть, даже научить. Потому что поскольку вот вы, ну, более старший, да, так скажем, будете, конечно же, вы будете у нее не просто как любимый человечек, а будете как наставник такой, знаете, вот поддержка, опора, и вы будете даже гордиться тем, что вы можете ее научить, что вы умнее, вы мудрее. Но это вообще по кайфу любому мужчине. Вы будете даже куда-то вот вместе ездить, вас ждет поездка, причем, знаете, это может быть такая поездка, поскольку романтики в ваших отношениях добавится. Это может быть даже ночная романтическая поездка. У кого есть мотоцикл, можете даже с ней полетать на мотоцикле, только осторожно, да. Я сама почему-то побаиваюсь мотоциклов. Ну, как-то вот ассоциации у меня не очень хорошие, да. Довольно много таких опасных ситуаций, я и в новостях смотрю. Поэтому будьте осторожны, у кого есть мотоцикл. Ну, а кто на машине, вы тоже осторожничайте. Поэтому у вас будут такие, знаете, романтические поездки, вплоть до того, что вот сидите, раз захотелось куда-то сорваться, да, вот где-то там под луной погулять, в какой-то, я не знаю, там ночной лес, может быть, на берег реки ночью. Ну, то есть вот такая вот романтика будет вас захлестывать. Причем я не скажу, что вы будете сразу же вкладываться очень сильно в эти отношения финансами. Вот именно это такой, опять же, отголосок из прошлого. Вы будете осторожничать, вы будете, несмотря на свои страсти, такую безумную, такую юношескую какую-то любовь, вы будете все равно осторожничать, присматриваться, да, потому что ну, человек не может в одно мгновение взять и переключиться, да, если у тебя не было особого доверия, если ты сомневался раньше, да, то, ну, ты не можешь просто взять и рычаг свой выключить, тумблер, да, и все, и я сразу всем верю. Нет, это будет постепенно, поэтому если будут какие-то подарочки поначалу, то это будет очень скромно. Это может быть, я не знаю, там букетик цветов может быть скромно. Это может быть там, ну просто в кафе сходить. Ну как-то это будет, конечно, у всех по-разному. Ну то есть, что я имею в виду? Это не будут дорогие подарки, это не будут какие-то сразу же поездки за границу. Пока вы не будете на 100% уверены в этой женщине. Это уже потом вы будете горы сворачивать. Что еще вас ожидает с ней? Ну, то, что будет любовь, это даже не обсуждается. Вот даже не обсуждается. Она станет вашей новой императрицей, ребят. Вот если вы захотите, кто-то захочет гражданским браком жить, кто-то захочет официальным. Она создаст в вашем доме, ну, настолько, знаете, вот атмосферу такого тепла, уюта.
будет состояние, когда тебе хочется возвращаться домой. Тебе, ну, скорее захочется быть в этом мире двоих, чем куда-то бежать. Друзья будут удивляться с одной стороны, с другой стороны будут завидовать, да. Кого-то, может быть, даже друзья будут подкалывать, да ты что, да ты как мальчишка влюбился, да не чуди, да поехали там на рыбалку, на охоту, либо же в баньке посидим. Вот будет такой период, когда, ну, вам не захочется быть ни с кем. Особенно это, конечно же, будет поначалу, да? Когда вот эти все искры в глазах, страсти кипят, да, про страсти я вообще умалчиваю, здесь особая история, потому что вы такой парень хоть куда, она не менее активная и страстная женщина, поэтому в этом деле у вас тоже будет такой, знаете, довольно активный, бурный, страстный тандем. Она относится к женщинам, у которых голова никогда не болит, поэтому уламывать, уговаривать ее точно не придется. Здесь, если вы захотите, оба, да, если, ну, будет возможность, скажем так, да, время, силы, ну, здесь Камасутра будет отдыхать, скажем так. Что я могу сказать, вот резюмируя? Ну, вы получите женщину, о которой мечтали. Причем это даже не роман, да, вот я почему-то думала, что будет роман, но здесь страсти будут зашкаливать, здесь такие чувства, здесь такие эмоции будут, что, наверное, вы уже, ну, большинство не думаете, что так может быть. Ну и, конечно же, как бонус, давайте-ка посмотрим совет карт для вас. Кому-то, да, пригодится, да, мальчишки? Итак, что же вам советуют карты? Судьбоносные перемены в вашей жизни. Потрясающе, посмотрите. В вашу жизнь идут крутые перемены и в личной жизни, и в финансах. То есть вы не будете нуждаться ни в деньгах, вы не будете абсолютно одиноким, потому что вы наоборот, да, вот я смотрю совет карт, он абсолютно связан с нашим раскладом, да, то есть вы станете чувствовать себя реально вот императором. Вы будете чувствовать себя уверенным, сильным мужчиной рядом со слабой женщиной. Просто это будут такие крутые судьбоносные перемены. У нас даже колесо фортуны выпало. То есть этого вам, ну, точно не избежать. И даже скептики, поднимаем ручки, не опускаем. У вас все только начинается, жизнь только начинается, и личная, и финансовая. Причем как-то это у вас будет даже связано, вот знаете, как будто вот эта женщина, она принесет вам счастье во всех ваших начинаниях, в работе, может быть, даже кому-то новую работу предложат, может быть, подработка крутейшая будет, да, вот, ну, стабилизация, полная стабилизация вашей жизни. Поэтому, мои любимые мальчишки, все у вас только начинается. Вы еще будете по-настоящему любимым и счастливым. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Это полезно для канала и, конечно же, будет мне очень приятно. Ну и, конечно, всем пока, до новых встреч!